Доброе утро. Едем в свой выходной день, как всегда, на рыбалку, потому что выходной день я или неделька с семьей, или неделька следующая на рыбалке. Поэтому подписываемся на канал, так как просмотров видео много за неделю, за две. Но подписываться вы не хотите. Ребята, подписываемся на канал. Увидите в этом году много интересного, много разных водоемов, и коммерческих, и дикарей. На данный момент едем опять же с Димончиком. Уже меня он обогнал. Но за скоростью мы не гонимся, потому что безопасность превыше всего. 6:34 утра, солнышко взошло, -1, все отлично, видите, теплеет на глазах. Только начинаю говорить за погоду, погода сразу перестраивается. Я думаю, сегодня будет очень тепло, по крайней мере, Гисметео это говорит, пишет. Надеемся сегодня на отличный клев, отличный отдых. Едем на сутки. Ребят, весной больше суток не езжу, так как все-таки ночью холодно. Я люблю отдыхать на водоеме с комфортом. Едем дальше. 2 градуса, друзья. -2 градуса. 10 апреля. Холодновастенько, однако. Друзья, есть 2 дороги. Одна сворачивает влево, прямо на поле. Одна, вон, где поехал Димон, он повернет прямо перед дамбой. Поэтому смотрите, можно, я же, ехать сюда, можно ехать туда. Мы на водоеме Родники. Приехали сюда по приглашению хозяина Тимура. Он взял этот водоем буквально недавно в аренду. Сегодня подойдет, расскажет, что он здесь планирует. Но предварительно я здесь ни разу не был. Но Дима, с которым я приехал, другие товарищи рыболовы в прошлом году неплохо здесь отловились. Здесь можно забирать рыбу. Про всю коммерческую политику расскажет уже хозяин, я думаю, и опять же, как сказал, про планы на будущее. Но я здесь был во вторник или в среду предварительно, так как я не люблю ездить на неизвестный водоем, в принципе, неподготовленным. Я приехал осмотреть как бы местность, выбрали позицию, где будем стоять, то есть место, но, к сожалению, оно занято. Оно занято, могу вам показать его. Чик. Вот где этот бусик мы планировали остановиться, так как это хвост водоема, и рыба весной все-таки 1,5 градуса мороза и, наверное, температура воды градусов 5 именно крутится в хвосте водоема. Но, к сожалению, оно занято, чуть дальше тоже занято. Ничего, будем приспосабливаться. Но что еще хотел сказать, вот данные деревья, ребят, если вы видите, все посажены во вторник, в среду. То есть я когда был, их ребята высаживали, потому что на водоеме по одной стороне отсутствуют деревья полностью. Представьте, что здесь будет через 3-4 года. Будет просто красота, будет тенек. И можно уже летом в жару комфортно отдыхать. Поэтому продолжаем разлаживаться потихонечку, так как сессия у нас суточная, чуть более суток. Мы приехали с самого утра. Ну а все дальнейшие события смотрите, ставим лайки, подписываемся. Мы меняем смену дислокации. Оказалось, то место занято, где мы также остановились. Хотя по предварительным данным один человек говорил, что тут нельзя места занимать. Оказывается, можно. Номер я оставлю охранника в описании. То есть ему можно звонить и предварительно занимать места. Мы поехали все же в хвост. Сейчас будем разлаживаться на новом месте. Поэтому, если вы хотите посетить данный водоем, занимайте места заранее. Димонч, что ты расскажешь? Всем привет.
Ты настроен сегодня? Сегодня мы не на спортивном водоеме, поэтому будет все попроще намного. Рыбалка будет попроще. Чем именно? Насадками, прикоркой. Я, честно говоря, думал, что народа будет поменьше, потому что тот берег крутой, но, ребят, первое всё тепло, занято. первое тепло, я тебе скажу, что это еще немного народу. Летом здесь, в прошлом году, просто друг на друге сидели. Да, все занято. В этом году Дима говорит, уже есть беседочки. Беседок в том году не было. Есть туалеты поставили. Я же говорю, высадили деревья. Даже вот на этой стороне посажены деревья. То есть можно даже, вот вы наблюдаете, такие стручки стоят. И они и как кроты порыли норки. Это вот по всему водоему деревья посажены. Поэтому, как я сказал, года 3, 4, 5, и тут будет просто неописуемая красота. То есть разложились пока, не спешим, у нас сутки, погода отличная, утром было минус 2,5 градуса, по траве можно видеть, в принципе, наверное, еще такой заморозки небольшие. Температура воды 6-7 градусов, холодновато, но думаю, это не помеха. Мы уже промаркерились, то есть точки зафиксировали на бумаге. Ориентировочная дистанция у нас будет 75, максимум 120 метров. То есть расположил я свои палки хаотично: 75, 85, 100, 110. То есть 100-110 положил, на 120 метрах идет уже коряга. Положил перед корягой в 10 метрах. Глубина плюс-минус по всему водоему одинаковая. Начиная с 70 метров, это если мы в хвосте водоема, начиная с 70 метров, глубина начинается где-то метр, метр 20, метр 30. Все, 90 метров, стабильно, глубина, водоем ровный, глубина метр 40, метр 30. Ну, то есть это в зимний период. В летний период запустят воду, поэтому будет до 2 метров. Около берега, конечно, глубины нет вообще, поэтому вываживание рыбы, наверное, будет тяжелой работой, если попадется какой-то крупный трофей. Все, продолжаем разлаживаться. Ну что, потихонечку разлаживаемся. То есть вот одну палочку, думаю, сейчас закинуть уже под первую веточку. Дистанция 120 метров. Да, друзья, на что я буду сегодня ловить? Я буду стандартно по своей программе ловить. 2 палки закину. А две палки закину мне на тест магазин Max Fishing дал. Вот. Кто ловил, может, в комментариях напишите, задействовала, действенна ли была оснастка или нет. То есть вот попапы от Trinity. То есть попап горох, десятка, а также десятка силиконовая кукуруза. Не знаю, что за фирма, клубничка, попробуем. Так, на амурчика взял амур толстолоб, какая-то инновационная прикормка, не знаю, что за прикормка. Ну, а также на метод взял гейзер, посмотрим, как он себя зарекомендует, кукуруза карамель. Ну и чуть-чуть закормимся кукурузкой. Смешаю это все, там посмотрим. Димончик, а вот твой опарыш. Я вот этих ребят называю... Димона кореша. Я их называю веселі хлопці. Почему веселі хлопці? Я думаю, потому что у каждого, наверное, а может не у каждого, были такие случаи, когда эти веселі хлопцы расползаются по всему, где только можно, ну и начинают творить чудеса. Да. Да, то есть это мы сначала попробуем на то, что попросили протестить. Да. Посмотрим, зарекомендует он себе или нет, вам скажу. Ну, а я буду ловить, ребятушки, первая палочка кину по-любому, это будет кукуруза. Будем кормить, на то и закинем. То есть это будет 2 кукурузки и силиконовая, чтобы поднять.
Дальше вторую, наверное, закинем все-таки бойлик стандартно. Стандартно закинем бойлик. Вот такой вот мегалодончик очень вкусный от пираньи. Да, то есть будем сегодня пробовать. Также от пираньи попапы. Такие вот посмотрим. Монстр криль. То же самое. Ну и как всегда наша прошлогодняя темка. Сисимуровские 14-миллиметровые попапчики. Тоже попробуем. Не ловил никогда на вафтерсы. Попробуем. Также будем пробовать на вафтерсы. Тоже от пираньи. Вот смотрим. Да, тоже вам все подробно расскажу. А пока идем к напарничку. Он расскажет, на что будет ловить. Он уже что-то там мнет. Вот мамалыга, что я говорю. Ага. Мамалыга макуха. Не знаю. Давай, Димончик, рассказывай, на что ты собираешься ловить. Чтоб люди знали. Ты на этот водоем в прошлом году ездил, да? Что ты вот по прошлому году скажешь по поводу этого водоема? Каша была вот рабочая. Взял в этом году. Сейчас будем пробовать. Карася парыша муровская. Так, что тут мы маємо? Значит, закармливать, наверное, будем зима мотыль флагманская. Да? Угу. Вот, а это трикобейтовский чеснок. Катюшу взял попробовать тоже. Сейчас, наверное, будет две каши разных. Две каши. Значит, ну, естественно, с добавкой криля. Муку, я думаю, знаю, но это еще старый образец. Там они сейчас уже в новой упаковке его выпускают. Но я просто заказывал еще зимой. Так, ну и на фетик пойдет Big Fish троечка и смешаю с 3-миллиметровый пелец, да? Калибром тоже, да, 3 миллиметра. Значит так, на закорм амуру уже завезли такой пелец 10-миллиметровый. Попробуем. Ну, у него я дома, как говорится, экспериментировал там от 1,5 часа до 3 он только начинает работать в воде, в холодной. То есть мы уже корабликом один завезли на точечку, будем рядом ложить. Ну и на насадке будем тут экспериментов, конечно, много. Да, экспериментов, как и у меня, да, грубо говоря. Кукуруза. Господарочка, я в прошлом году на нее, в принципе, неплохо отлавливался, она сладенькая, хорошая. Так кукурузу взял, сейчас попробую, еще какая-то рыбацкая, не знаю, еще не пробовал. Значит, тоже экспериментальная штучка, еще не пробовал. Патроцика какая-то трикобейтовская, чеснок насадочная. Ну, такую интересную. Вот. Даже не видел. Да, надо будет тоже попробовать. Горох будет в меде дома сделал. Есть обыкновенный, тоже пойдет немножко. Ну, много закармливать же не будем, там какую-то жменьку закормку, наверное, да, пойдет. Ну и попапчики разные. То есть это уже будет все, как говорится, во время рыбалочки будем уже смотреть. Как-то так. Вот эта штука за амура. Ну, я не знаю. Такая же у меня. Да, Корзуновская, такая но же у меня. я в том году пробовал, не знаю, ничего не было. Да, то же самое. Несколько раз ребят бросал на воздушную кукурузу, зелененькую карбзумовскую, но безрезультатно. Поэтому, может, опять же, кто ловил на нее, напишите в комментариях, как работает, что ловили. А пока идем разлаживаться. Опа, что за новость? Что? Ты будешь сам кидать? Ну, сейчас эту попробую хернуть просто. Пока разлаживаюсь. Не туди. Не перекинул? Да не, я недалеко кидал. Ладно, пусть. Что, перекину? Не перекинул, но первый заброс не точный. Как блин. А? Друзья, сегодня я решил вам показать видео, как разлаживается палатка, сколько это по времени занимает CarPro Diamond.
То есть она 2-метровая идет, большая, в нее влазит 3 раскладушки и небольшой столик. Решил я данное видео записать, так как в комментарии к одному из видео с рыбалки Сергей Рожков, мой подписчик, задал мне данный вопрос. Поэтому я решил показать и первый раз в жизни собрать ее один. То есть сколько это по времени займет, вы сейчас посмотрите. Обычно я ее собирал не сам, мне помогали. И первые разы, я вам скажу, ну, катастрофически было, как тяжело даже собрать вдвоем. То есть прутья не входили, или потом во время слаживания это просто космос было, не могли ее сложить. Но прошлая рыбалка, то есть это с этой палаткой 5-я рыбалка, как бы все было хорошо. Поэтому сейчас попробуем. Полгода, 11:30, мы наконец-то разложились, забросились и сели позавтракать, так сказать. Мы приехали, наверное, друзья, на водоем третье. Мы были 3-е или 4-е на водоеме. На данный момент, наверное, секторов так 20 занято. Да, так вот мы самые последние забросились. Вот мне интересно, зачем на данном водоеме, который в длину, наверное, 1,3 м, завозить на моторе снасти? Это капец. Один мотор просто убивает, наверное, весь водоем. Тупо посередине. Друзья, как я уже говорил ранее, благоустройство водоема не прекращается в этом году ни на секунду. Вот на данный момент при нас привезли новые деревья. Ребят, что за деревья? Здравствуйте, кого не видел. Деревья, да, супер. Фруктовые, да, какие-то? Да. А что это за фрукта? Айва. Айва будет, отлично. Потом через 5 лет приедем за айвой. Приезжай. 2. Через 2? Да. Ну то молодая айва. Чтоб ягода наполнилась, ей надо 4-5 лет. Я наверх. Ну что, друзья, на той стороне, как оказывается, истинные рыболовы. Музыка хренатит на всю. Интересно, слышно вам, не слышно? Я думаю, нет, потому что у меня ветрозащита стоит на микрофоне. Ветра нету, но музыка на весь водоем. Будем мы перезабрасываться. Будем, наверное, пробовать что-то другое. Возможно, пиранья. Попробую, наверное, я тринити чеснок. У меня остался с прошлого года по папчике. Также что, может, симуровскую. Ребят, бойлы я закину на вечер. Это можно и попробовать. Потому что на этом водоеме, по отзывам, там вот рыбаки рядом рассказывали, общались сегодня. Ну, никто абсолютно не ловит. Кукуруза, горох, все как бы. Вся, в принципе, программа. Закорм такой же самый. В основном кукуруза, горох, все. По рыбе, говорят, и толстолоб, и амур, карп есть. Есть нормальные, ловили даже пятнашку в том году. Кстати, рядом человечек. Да, поэтому подобрать очень тяжело. Если рыба привыкла на зерновые ловить и ловиться на водоеме, и ее абсолютно не закармливают,
как сказать, инновационными технологиями, методами, то я сомневаюсь, что она на них возьмет. Ну, хотя ночью попробуем. Поставим на бойлы, дипованные бойлы, поставим варенку, пылик. То есть будем пробовать в любом случае. А пока, наверное, сейчас попробуем Trinity. Попробуем Trinity. Trinity, друзья. Ой, тоже подготовил. Крючочек, друзья, шестерочка. И то можно и восьмерку, наверное, попробовать. Можно восьмерку. Но попробуем шестерочку. Да. Использую я, ребят, на колечке, дабы как можно без всяких термоусадок, дабы как можно более облегчить насадку для попапа. То есть для попапов я использую непосредственно как можно легче насадочку, особенно с крючками 8-6 номера. Да, поэтому мы попробуем чесночок. Ну и возможно на вторую поставлю все-таки свой рабочий Сисимур. Да. Так, чуть-чуть подрежем. Так, друзья, продолжим. Приходил брат хозяина, поэтому чуть поговорили. Сегодня, друзья, будет зарыбление водоема толстолобом. Пойдем обязательно покажем. Зарыбление карповыми планируется с 15 по 18 апреля. Поэтому водоем на лето будет, я думаю, огонь. Так, дальше смотрим. Стойчик. Мы плывем. Так, ребята, наверное, все-таки отойду от попапа чесночного. Попамчика чесночного. Димончик, а дай просто кукурузку или горошинку. Не, давай кукурузку, наверное. Вкусную. Консервированную. Не. А? Я ее не пробую. Это ты имел? Да. Запечатанную. О, сейчас мы. Надо уже по-тихому полянку. Запись идет, Дмитрий. Я же... Как обычно, я без прикола никуда. Да. Так, мы сейчас делаем, друзья, по-другому. Чуть-чуть. Мы сейчас кукурузку подвинем по папам. Делаем такой вот снеговичок. Только этот снеговичок у нас будет немножко наоборот. Так, кукурузку используем консервированную, поэтому надо очень аккуратно, чтобы не порвать ее. Есть, конечно, и такая, но по отзывам рыболовов ловится именно на консервированную. Возможно, из-за того, что она дипуется в баночке. Так, сейчас сделаем так. Чик. Смотрите. Чик. Практически идеально. Посмотрим сейчас, как она плавает у нас. Так, попамчик надо подрезать чуть-чуть. Попамчик подрезаю. Друзья, так. Видно, нет. Крючочек стоит на жале. Чик. Крючочек стоит на жале.
Отлично. То есть одна у нас готова. Наверное, все-таки фруктовый крем. Фруктовый крем, скажите, от пираньи. Сейчас делаем снеговичок. Сразу же чик. Чик. Смотрим. Чик-чик-чик. Отлично, отлично. У нас пылящий небольшой бойлер. Так, ребят, как оказалось, камера у меня села. Я тут вам рассказывал, полчаса показывал. Да. То есть я подготовил 2 оснасточки, ветром сдуло. Да, подготовил 2 оснасточки. Это у нас будет пылящий бойлик. То есть такой снеговичок с попапчиком. И вторая это попапчик с кукурузкой. Также вот такие вот стикмиксы с пеллетса 2-3 миллиметрового. Использую я ПВА-сетку фирмы Миварди. В принципе, не только ПВА-сетку, раскладушка, катушки, спальник. Все у меня данной марки. С ней я познакомился в Житомире. Спасибо Владимиру Фурдыге, который руководит карповым направлением в Житомирской области. Да, он меня с этой фирмой познакомил. Мне она очень понравилась. И каждая позиция данного бренда, которую я брал себе как бы на рыбалку, то есть зарекомендовала себя с очень хорошей стороны. Поэтому по данной фирме цена-качество абсолютно ничего плохого сказать не могу. Очень все хорошо. Все, идем забрасываться. Друзья, рыбка не ловится пока, но у нас с Димкой тут друг нарисовался, Которого мы обкармливаем. Да, Димончик обкармливает. Да, сейчас Вроде хороший. Настюха увидит, чем мы кормим. Скажет, больше ничего не приготовлю. Да, в следующий раз ты поедешь на рыбалку ни с чем. Жуй свои опарыши, попапы, бойлы. И кукурузку, да. Ну что ты скажешь, вкусно? Ну, все уже, все, нема. Поэтому, друзья, продолжаем ловить. Главное, Да. чтобы рыбалки В были общем, классные. зашли мы с Димончиком уже внутрь, потому что все-таки градусов 5 уже Прохладно. переоделись. Резко, солнышко зашло. Солнышко село и уже все. Да, солнышко зашло и просто очень холодно. Резко, причем, ребят, стало. Да, поэтому... Выхода рыб пока нет, да? Да, выхода рыб Но нет. поклевочка она была, Да. такая, что-то непонятно на кукурузку. Да, у Димы будем была ждать. поклевка на кукурузку, поэтому будем ждать. Дай бог, как говорится. Делаем уже ночные перезабросы. То есть я стандартно по своей тактике парочку на данном водоеме, конечно, бросаю кукуруза, горох, но 2 палочки все-таки делаю снеговичок. Это у нас мегалодон от пираньи и, конечно же, сисимур. Поэтому вот такой вот у нас снеговичок. Да, делаем первый перезаброс. Второй мы, наверное, оставим попап, попробуем, потому что уже все-таки ночь. Вот Дмитрий одевается,
похолодало. Немного холодно. Немного холодно, уже 4 градуса, да, еще вода холодная, поэтому поклевок пока не было нормальных. У Дмитрия там одна была на кукурузку, да, Что Дим? еще одна была? М? Только что еще одна была Только что на еще одна была. На горох что? поп-ап. На горох попал. Желтенький. Ну, на снеговичок, горох Да. и попап, да? То есть желтый цвет, горох, да. Все, поэтому рыбки не было, ждем ночку. Бойл еще сегодня не пробовали, хочу попробовать на бойл, поэтому ждем 2-3 часа и меняем. Огонь. Поклевки активизировались ночью. 2 карасика таких неплохих было. К сожалению, карпа ждал, но дождался аж на ночь. Поэтому сезон карпу открыт. Мы его выпускаем, конечно же. Эту мелюзгу. Но ночью рыбка начала клевать. Это радует. Это радует. Погодка, друзья, огонь. Холодно, капец. Опять поклевочка. Лимончик распечатался в этом сезоне. Наконец-то. Наконец-то, да. Вот такой вот небольшой красавчик. Сейчас мы Димончика Грамм сфоткаем. Грамм Да. 600. Если есть от силы. Да, у меня. А что вообще? Помыл руки. А я ж думаю, что так холодно. Немножко да, есть. Вот машинка едет зарыблять водоемчик. Мы бежим туда. Сейчас вам все поснимаем. Видно, не видно, но вдали он едет. Сейчас на водоеме нам так повезло. Будет зарыбление. Прикольно. Я, во-первых, никогда этого не видел. Во-вторых, очень классно, что данный водоем начинают зарыблять уже. И как я сказал ранее, хозяин сказал, с 15 по 18 число будет зарыбление карпа. На данный момент будет зарыбление толстолоба. Поэтому сейчас будем наблюдать за данной картиной. Пошел движ в воду. Красота. Вот они красавцы поплыли. Итак, друзья, как я анонсировал ранее, приехал к нам хозяин водоема, по приглашению которого мы, в принципе, сюда и приехали. Попали еще на зарыбление, поэтому пару слов о водоеме, о планах. Сейчас, вот, так сказать, в прямом эфире вам расскажут. Доброй ночи. За водоем взялись в прошлом году, но в этом году взялись уже так серьезно, чтобы навести порядок, облагородить и сделать действительно рыбалку приятной. Сделано несколько туалетов, 8 беседок,
мостики. Ну и, соответственно, проводим зарыбление сразу крупной рыбы для того, чтобы был достойный улов. В том числе трофейной рыбы. От 5 и выше килограмм. Приглашаю на рыбалку. Приезжайте, отдыхайте, получайте удовольствие. Друзья, и сегодня было у нас, как сказал, зарыбление толстолобом, но через недельку-две будет еще и зарыбление. Будет зарыбление. Сегодня зарыбили именно этот водоем. 1,5 тонны, там тонна 750, толстолоб от 2,5 и 3 с копеечкой. А после 15 числа будет зарыбление 5 тонн, из них 2 толстолоб, 1,5 белый амур и остальное будет короб. Вес от 3 килограмм, от 3 до 7. Ну, наверное, из семерочек там будет немного. Но сам факт, что рыба будет в среднем 5 килограмм. 5 тонн рыбы гарантированно на середину месяца. Поэтому, друзья, на сезон, в принципе, водоем уже готов, так как мы сегодня его проверили. И с часу до 2 ночи было 6 поклевок реализованных. Соответственно, рыбка была вся выпущена. Пришел я с зарыбления. Напарник мой не замерз. Вообще ни разу, просто ни разу не замерз. -2, товарищи. Да, товарищи, приехали мы тут на рыбалочку, а тут у нас все во льду. Да, отогреваемся. Друзья, доброе утро. Мы пережили эту ночь. Да, Димонч? Как тебе спалось? Я понимаю, что ты занимаешься сейчас. А вон пепельница своя. Пепельницу под ногами. Опа, фокусник. Видите какой? Смотри, опа. Дмитрий, иллюзионист. Ага. Как вы? Не замерзли? Ну, зато поклевочки были ночью. Да. Хотя бы ночью. На удивление были реально ночью поклевки. Да, ну не то что поклевки, вытащили рыбу. А теперь идем перенасаживаться. Сели тут. А парика вот живьем заморозили. А вот водичка. Опа. Опа. И смотрим. Опа. Поэтому я не знаю, что там Гисметео показывал, какие-то +2. +3 +3, да. Но ночью было очень холодно. Просто, блин. Ну это не -2 было, это больше было. Да, ночью, друзья, была жесть просто. Дима сказал, пока не будет +20, как в Египте ночью, больше никакой рыбалки. Поддерживаю на 200%. Все, перезаряжаем и в воду палки. Погнали. Завершается наша суточная мучительная сессия. Да, не мучительная? Да. Почему мучительная? Потому что замерзли капец просто. И рыбка клевала именно тогда, когда мы замерзли. Ночью. Да, именно ночью. Рыбка клевала с часу до 3. Перепробовали абсолютно практически все, что у нас было в арсенале. Поп-апы, бойлы на данном водоеме, по крайней мере, в данный период не сработали. Работала в основном кукурузка консервированная и опарыш. Поэтому и хозяин водоема как бы говорил, что именно на кукурузу опарыша ловится. Так на самом деле и было. Все, что не словили, все словили на кукурузу опарыш. То ли отдельно, то ли комбинировали. Уезжаем мы с рыбой, точнее вся рыбка отпущена. Сразу же водоем, почему в принципе на камеру и не снимали, так как поклевки были с часу до 3, очень холодно, выбегали в тапочках и как бы, ну, видели, ну, она маленькая, поэтому на камеру даже не хотели снимать.
Фотография Дмитрия будет, в принципе, с рыбкой своей, с которой он, бедняга, дрожал в руках. И В 2 часа ночи. Да, да, и потом не хотел от него уходить, он там ее спасал, выпуская. Да, поэтому всю рыбку выпустили, соответственно, пусть подрастает, растет и радует таких рыболовов, как мы.